we will go to that direction. That direction. Yes, yes. Это, наверное, самая большая делегация, которую видел агропарк за всю свою историю. Это представители японской компании, японского проекта JICA. JICA, да? То есть как вообще получилось так, что они сегодня стали нашими гостями? И это, я так уже наслышана, путь не одного месяца и даже не одного года, да, их сюда привел. Да. Вот расскажи, пожалуйста. В 2022 году, в декабре, мы основали нашу ассоциацию, ну, формально, да, но деятельность начали, по сути, где-то в феврале 2023 года. И тогда в первую же очередь я инициировал встречи с разными партнерами, это и с госучреждениями, и партнерами по развитию, например, вот в том числе с JICA, да, с японцами, потому что, в принципе, у японцев много чему можно учиться. Особенно их подходу к делу, основательному подходу к делу. То есть они, вот в их отношении вот это будет справедливо. Долго, как долго собираются, долго запрягают и быстро едут, да? Ага. То есть они очень длительно все это делают, но с ними зато, как начинаешь работать, вот партнерство, мне кажется, очень хорошее. We officially not opened this agro park because officially I think that we will open this agro park on May next year. So because we are just preparing, everything is preparing, and it was our first time to try Californian way of production. У них был запрос со стороны Министерства сельского хозяйства о том, чтобы реализовали проект по развитию овощей, цепочек добавленной стоимости по овощам. И их отдельная группа тоже приехала для исследования, для того, чтобы делать исследования. И мы увидели то, что я им сделал презентацию про ассоциацию, про будущее, про нашу отрасль, видение, как мы стремительно хотим развивать наш подход. Им это очень понравилось. И, видимо, потом как бы они рекомендовали тоже не только овощи развивать, цепочку добавленной стоимости, но и развивать ягодную отрасль. Вот так они нас добавили. В 23 году первая встреча была с ними. Потом дальше они готовили мастер-план. Сейчас у них вот мастер-план уже почти готов. И как будет мастер-план готов, это на несколько лет будет очень крупный проект с японцами. Там, по-моему, бюджет, ну, по идее, должен быть там несколько десятков миллионов долларов. Да? Самое главное, они включили ягодную отрасль. Клубника была включена, поэтому это нам в помощь еще будет для развития нашей отрасли. We had a lot of difficulties working with this because nobody in Kyrgyzstan know how to work with that, and it was a lot of, for example, we twice changed this part, so it broke while we worked because of stones on field, and so a lot of other difficulties we had. We can go there. Next. И они достаточно долго беседовали, то есть тоже я думала, это будет гораздо быстрее. То есть они, видно было, что они заинтересованы. Да, они интересуются нашим подходом, нашими технологиями.
Мы начали показывать нашу технику, то, насколько мы заморочились насчет этого. Их это, кстати, удивило, да? Да, сколько мы раз там переделали вот всю эту историю. Потом дальше, почему важно выбирать правильные саженцы и так далее. Мы показали на видео, вот Толигон показал на видео уже существующую нашу, ну, эти же саженцы, на которые посажены были ранее, да, на Иссык-Куле. И как они сейчас себя показывают, какая там классная урожайность, да. Но это, скажем, то, что мы ожидаем в этом агропарке уже увидеть в следующем году. Потому что здесь посадка у нас август-сентябрь получился. И, соответственно, в этом году мы зайдем в зиму так, без урожая. Постараемся именно вегетативную часть ее усилить, чтобы само растение было крепким, и зимой чтобы зашло в зиму. И весной уже будет первый урожай. И мы вот ожидаем, что с первого урожая тут все будем видеть. Потом дальше, конечно, посмотрим. У нас тут очень много выпадов из питомника Cedar Point. Как с этим быть? Я думаю, будем... Ну, что делать? Уже столько такой путь прошли, надо будет досаживать. Вот. Я думаю, что у нас весной будет еще новая партия саженцев, и закроем вот эти пробелы. Но уже только из Лассен каньона, да? Или, Да. возможно, Cedar Нет. Point разместить? Нет, я думаю, что больше мы Cedar Point работать не будем. А Лассен себя показали во всей своей красе. Да? Поэтому будем надеяться, что все будет нормально, и будем также работать над тем, чтобы... Ну, вот вся эта ситуация с долгой логистикой, с дорогой логистикой, с дорогими ценами за рубежом, это показывает того необходимости открытия очень хорошего питомника международного уровня уже на территории Кыргызстана. Я так понимаю, что как раз-таки поездка в Китай, она была и связана с вопросом открытия, создания питомников, да? Или нет? Да. Расскажи, В первую очередь. Ну, у Лассен Каньон есть головной питомник, он находится в Калифорнии, но калифорнийский климат, он уникальный. То есть там всегда тепло, там не бывает прям сильных заморозков и не бывает слишком жарко. Оптимальный климат для развития ягод. В то же самое время там достаточно сухой климат, то есть там не бывает частых дождей, как во Флориде, например. Во Флориде там очень жарко постоянно, очень жарко, душно, влажно, вот. И поэтому мы договорились, что поедем в Китай, посмотрим на питомник их производства, потому что в Пекине уже климат отличается. Он отличается и от нашего климата, там более влажно, чем у нас, но такой же резко континентальный климат. То есть у них жарко летом, очень холодно зимой. Вот. И мы посмотрели, что там есть, то есть какой у них подход. То есть у них там свои есть сложности, потому что когда его закладывали, Курта тогда не было там. Он в этот период работал в самом UC Дэвисе, а потом, когда уже несколько лет прошло и у них не было хороших результатов, привлекли Курта. Вот, и он приехал, сделал анализ, датчики разместил в разных местах, очень такой глубинный анализ насчет того выбора места для развития питомника, да? И он вот начал там предлагать новые места, там посадил, поменял подход в существующих, которые уже изначально в неправильных местах были выбраны, да? Но добился того, что с первого же года все пошло в гору. Из убыточного проекта это стало прибыльным проектом там. В общем, он наладил работу питомника. То, что мы увидели, есть у них разные подходы. Есть подход, который на открытом поле высаживает растения, да, вот как в Калифорнии. Но для этого
важно, чтобы слишком много дождей не было, потому что это будет приводить к болезням. Следующий подход – это подход, они берут саженцы с Калифорнии материнские, маточные, потом сажают, это все выращивают в теплице, в контейнерах таких, а потом дальше оттуда получают усики, и усики уже пересаживают в кассеты, и потом эти кассеты, это и будут уже готовые растения для фермеров. Но опять-таки у Китая есть свои тоже особенности, потому что они готовят рассаду для более теплого климата, поэтому не все, что там есть, будет подходить под нас, поэтому мы знаем, какая технология выращивания рассады саженцев в Калифорнии. Мы знаем теперь, как эта же американская компания работает в Китае, как они перестроили. И теперь уже есть более-менее понимание, как мы можем это адаптировать в Кыргызстане. Вот. Поэтому пока сейчас вот мы будем еще дальше изучать в условиях Кыргызстана. Сейчас будем ездить по тоже республике, закладывать какие-то специальные датчики. Что за датчики? Датчики температуры и влажности. И мы в течение года эти данные будем анализировать. И исходя из этого будем понимать, где развивать питомник и какой там будет подход, какие саженцы, когда саженцы надо будет маточные завозить. В какой период будут готовые саженцы для наших фермеров и так далее. Так, процесс срезания усиков оказался более чем захватывающим. И я понимаю, что я бы с удовольствием сама работала бы на поле. Момент, когда ты соединяешься с землей, забываешь обо всех проблемах. Вот что значит наедине с природой восстанавливаются психологические, моральные силы и настроения. У нас есть доступ к коммерческим саженцам, у нас есть доступ к маточным саженцам. Поэтому это уникальная возможность для нас, даже для стран СНГ, в принципе, потому что можно таким образом получить очень премиального, хорошего качества саженца. В чем заинтересованность американцев? То есть я почему-то думала, что у них более такой закрытый, так скажем, клуб, да? То есть, распространять свои саженцы еще на другие материки, Кыргызстан. Все равно же тут масштабы. Это же бизнес, правильно? Даже университет Калифорнии Дэвис, они с каждого саженца, с питомников, они получают роялти. Да, то есть у них есть свои условные проценты, комиссии, которые они оттуда получают. За счет этих денег они поддерживают науку, за счет этих денег они дальше инвестируют деньги в науку, в развитие. Поэтому, но почему они закрыты? Почему они не всем дают? Потому что они должны быть уверены, что их партнер с другой стороны будет уважать их авторские права. Потому что, как правило, к сожалению, наверное, в нашем постсоветском пространстве уважение к интеллектуальной собственности у нас это пока не сильно хорошо выстроено. Да? И во многих других странах тоже частенько это нарушает, и поэтому в этих странах очень сильно лимитируется доступ. Вот. Но я провел 65 дней в прошлом году в Америке. Здесь мы, наверное, суммарно где-то 3 месяца, наверное, встречали гостей из Америки. И этого нам, наверное, хватило для того, чтобы построить доверительные отношения и получить доступ к этим саженцам.